Сейчас немножко приоткрою тайну, но наш секрет. У нас в Дикси на скидке. Это день рождения. О, пиво, кстати, вот это пиво. Это мой рай. Кто там занимается кроссфитом? Это самая вкусная пицца в Аргентине. И вы сможете побывать у нас в гостях. Всем привет, друзья! Вы на моем канале Никита Покрышкина о кето-бодибилдинге. И это уже 5-я серия из Аргентины, в которой, как вы уже заметили, недавно прошел довольно сильный ураган. Изрядно потрепало город, но мы набрали 300 лайков под предыдущим роликом, поэтому в этой серии мы собираем кето-корзину в магазине, где я покажу цены на продукты, и посетим один из самых необычных ресторанов Буэнос-Айреса. Приятного просмотра! Hola, Nikita. ¿Cómo estás? It's my YouTube blog. Buenísimo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver. Купили коляску на Меркадо Либре, вот нам привезли 3 в одном. Користина Беверли, дорогая, которая довольно дешево нашли. На сайте новая стоит почти 60 тысяч рублей, мы нашли за 20 тысяч рублей. Esta es una parte. Ага. A ver. Неважно, что у машины под капотом. Самое главное – это тот, кто сидит за рулем. Нашли очень крутой магазин по Монтессори. Если не знаете о системе обучения младенца по Монтессори, то почитайте, очень классная книга. Вот здесь прям очень много одежды и игрушек по Монтессори. Монтессори — это такая система развития ребенка, где ребенок развивается. Натуралменто. Улица 5 углов, как в Питере. Смотрите, вот. 1, 2, 3, 4. И вон 5-й. Вот так вот. Не только в Питере есть улица 5 углов. Ого, ого, ого. Прикольный опыт. В Аргентине, в принципе, как такового детского мира нету. То есть нету места, куда ты приходишь и будет продаваться все. Одежда, коляски, игрушки и так далее. Но мы нашли какой-то такой магазин, более-менее похожий на детский мир. Это его такая уменьшенная копия. Здесь буквально вот одна комнатка, но здесь, в принципе, все есть. И цены, в принципе, адекватные, в отличие от тех магазинов, где отдельно продается одежда, отдельно коляски и так далее. И все, друзья. Вот я стал взрослым. Вот я стал мужчиной. Пришли в шоурум за детской одеждой. Сейчас идем в магазин, хотел вам показать цены на продукты, но просто так это будет неинтересно, поэтому мы соберем кето-корзину и покажем вам наш кето-рацион. Стеллаж с полезной продукцией, без сахара. Возьмем печенье.
2000 песо, кстати, подорожали за упаковку. Это примерно 200 рублей. О, пиво, кстати, вот это пиво классно, в Патагонии местное, аргентинское. Вот это Амберлагер, очень крутое, сейчас за 800 песо, это 80 рублей. Вот, но сегодня у нас кето-корзина, поэтому не берем. Авокадо берем, отлично подходит для нашей кето-корзины. Это отличный источник полезных жиров. Так как мы на кето-диете не используем гарниры, там рис, картошку, макароны, то мы всегда едим на гарнир салат и авокадо, например. Они дают отличную энергию на долгий период времени. Если вы берете бананы, то выбирайте бананы более зеленого цвета, потому что в них содержится больше резистентного крахмала, а он полезен для нашей микрофлоры. Ну и кроме того, в таких бананах меньше сахаров. Дальше ягоды. Так, ну голубику, синие ягоды точно можно на кето-диете, тем более, если вы тренируетесь, ничего страшного в ягодах нету. Голубика сейчас на скидке, вот за 125 грамм 40 рублей всего лишь. Ничего, капучино. Гандо, 300 песо, 30 рублей. Спаржа очень полезный продукт, отлично подходит на гарнир. В Америке мы часто ели, но в России она довольно дорогая, здесь дешевая. На кето-диете помидоры обычно ограничиваются, но мы особо не запариваемся, мы давно адаптированы и небольшое количество не повредит. Помидоры еще также считаются вредными из-за большого содержания лектинов, но опять же, если у вас нет проблем с пищеварением, с кишечником, то это не имеет особого значения. Без чего я представляю свою жизнь на кето-диете, это без орехов, тем более они очень богаты витаминами, микронутриентами, полезными жирами и магнием. Берем грецкий орех, здесь, кстати, одна из самых дешевых цен в дисках, хотя это обычный магазин, примерно 100-110 рублей за 100 грамм. Довольно дорого относительно России, опять же, потому что у нас я брал на типа овощных рынках за 70-75 рублей. Миндаль, например, я вообще перестал здесь брать. То есть от миндаля в Аргентине пришлось отказаться, потому что он везде дико дорогой. И вот в этом магазине, где самые дешевые цены, здесь примерно 160 рублей за 100 грамм. Что еще дорого относительно России в Аргентине, так это яйца. Средний ценник на 10 штук здесь примерно от 100 до 150 рублей. Есть яйца даже за 200 рублей, при этом это такие яйца C1, C2, то есть даже не наши C0. Но мы часто берем, естественно, на скидках, как и в России. И вот сейчас очень крутой ценник на 30 штук, 200 тысяч песо, это 235 рублей, то есть за 10 штук получится примерно 76 рублей. И это не самые большие яйца, если честно. У нас в Дикси на скидке я беру по 71 рубль за C0 10 штук. То есть здесь 76 не за C0. При этом это скидка, которая бывает довольно редко. То есть яйца мы здесь затариваем гораздо дороже, чем в России. Кстати, что удобно, у них здесь везде показан ценник за одну штуку, либо за килограмм. То есть вот здесь маленьким шрифтом написано 76 песо за одну штуку. Точно так же на продуктах в килограммах везде написана цена общая за продукт и какая цена будет за килограмм. Две упаковки, 60 штук. Ну, надеюсь, на неделю хватит. Так, сыр. Сыр отлично подходит для кето-диеты. Поэтому берем один вот такой кусок. 440 рублей килограмм примерно стоит. Мансони это какая-то веганская херня. Вот смотрите, все, что веганское, все херня. Даже на вид видно. С сахаром, но при этом веганское. Зачем? Следующий секрет, как разнообразить ваш завтрак. Если вам надоедают просто яйца, мы, например, добавляем колбасу, кладем ее на огурчик и отлично с утра заходит. Многие считают, что колбаса это вредно, но на самом деле в этом нет ничего плохого, тем более, если вы найдете колбасу с хорошим составом, без сахара, без крахмала. Да, это довольно тяжело, но то количество вредных компонентов, которые в ней содержатся, не так для вас губительно, если вы будете есть не так много колбасы, естественно, и не так часто. Колбасу здесь, кстати, очень легко выбирать. Вот лежат две, казалось бы, одинаковые, но у них есть ценник за килограмм. То есть вот это 13 тысяч будет песо за килограмм, то есть 1300 рублей, а здесь 11 тысяч, то есть это дешевле. Но мы нашли точно такую же, еще дешевле. Здесь получается 1000 рублей за килограмм, то есть 100 рублей 100 грамм, отличный хамончик, берем на завтрак, супер зайдет. Как вы уже, наверное, могли заметить, в Аргентине на многих продуктах есть вот такие вот маркеры. Дело в том, что здесь очень крутая политика относительно здорового образа жизни и питания, и практически все продукты помечаются вот такими вот стикерами, если в них есть избыток, например, жиров, насыщенных жиров, натрия, калория и еще сахар. Здесь сахара нет, поэтому такого стикера нет. Собственно, вам всегда легко выбрать тот продукт, который будет подходить под ваше питание. Молоко на кето-диете вообще нельзя. Ну и если вы все-таки не можете представить свою жизнь без молока, например, делаете протеин или добавляете в кофе, то берите в идеале кокосовое, например, ну либо хотя бы безлактозное молоко. А так как мы на кето, масло для нас обязательно. Сливочное масло мы используем и в готовку, и едим просто так. Масло не жирное,
Масло вкусное, молочное. 50% скидка на вторую штуку. То есть берем два масла, одна выйдет за 80 рублей, вторая за 40 рублей. Сливок как таковых в Аргентине для кофе нету. То есть у них все сливки просто для готовки. Такие 10%, они в принципе в кофе добавляются, но они тоже довольно густые, но более-менее хотя бы размешиваются в отличие от других. Что касается творога, в Аргентине творог так же, как и в Америке, не распространен. То есть здесь есть русские магазины, можно найти наш фермерский творог обычный, но в магазинах он вот также не продается. Мы, качки, творог любим, уважаем, и на кето-диете его тоже можно есть. Но, как я и говорил ранее в предыдущих видео, что надо выбирать более жирный творог, да, где будет меньше лактозы, соответственно. Здесь мы нашли заменители творога, это йогурт. Причем, смотрите, они выглядят вот на полке практически одинаково, но если здесь есть сахар, то он сразу помечается вот такой вот большой блямбой, естественно, сахар. То есть здесь есть много сахаров. И мы сразу понимаем, что нужно брать вот этот натуральный, без сахара. Он, в принципе, йогурт похож на наш мягкий творог. И здесь точно так же написано, что он без глютена, то есть везде есть вот такие значки. То есть очень удобно, вам не надо читать постоянно составы на всех продуктах. Если там есть сахар или глютен, то это сразу же будет обозначаться на самой упаковке. Берем парочку, это получается 60 рублей за одну упаковку. Ни одного аргентинца нельзя представить без говядины, вина и футбола. Поэтому говядина здесь довольно дешевая. Берем вот такой вот палет и чурраско, практически без прожилок, то есть чистое мясо, стоит 370 рублей килограмм. Вот, они уже нарезаны, подготовлены для жарки тоненькими кусочками. Чисто говяжий фарш сейчас по скидке 210 рублей за килограмм. Помимо говядины берем курицу. Куриная грудка, кстати, вот сейчас на скидке 220 рублей за килограмм. Но это, в принципе, такая обычная цена. Но курица здесь не в почете. То есть даже говядина бывает дешевле. Вот, куриные грудки нам нахрен не нужны. Мы же на кето, а не на ПП и питании. Поэтому мы берем бедра и ножки 150 рублей за килограмм. Набираем, замаринуем в майонезе, сделаем вкусненько. И не надо давиться сухой ПП грудкой, как остальные ПП-качки. Сыпанем еще сосиски. Вот есть на скидке 1000 песо, то есть 100 рублей 300 грамм. Чисто мясные, нормальные сосиски пожарить. Возьмем несколько разных. Вот еще красненькие. Сюда давай. Ну того. 2000 песо, 300 рублей 900 грамм. Так, еще из мяса мы берем говяжьи бифштексы. Вот такие вот разные. Стоит всего лишь 80 рублей за одну упаковку, здесь 200 грамм. Майонез, кстати, на кето-диете разрешается, но и в целом в майонезе нет ничего плохого, если это нормальный майонез с хорошим составом. То есть что такое майонез? Это оливковое масло с желтками, да, но классические майонезы сейчас, естественно, делаются с разными ешками, примесями, крахмалом и сахаром. В Аргентине, кстати, хорошего майонеза мы пока не нашли, наверное, придется в скором времени начинать делать самим. А в России очень хороший махеев на перепелином яйце. Энсалада руса, 229 песо, 100 грамм. Это оливье. Вон он лежит. Нарезка, конечно, здесь крупная, с горошком. Оливье стоит 23 рубля за 100 грамм. Вот что-что, сыр с плесенью здесь халява. Берем вот такой кусочек, 400 рублей килограмм всего лишь, прикиньте. Причем это какая-то немножко другая плесень, она отдает таким трюфелем. Мы добавляем его в салат и делаем итальянский салат. Классный рецепт, салатные листья, огурец, помидор. Да? Сыр с плесенью, 2-3 вида солями, оливковое масло, перемешиваете, можно еще зеленые оливки, и очень крутой будет итальянский салат, полезный и насыщенный белком и жирами. Второй продукт, без которого нельзя представить аргентинца, это, конечно же, вино. Вино для кето не супер подходит, но если вам надо выбирать из алкоголя, то красное сухое вино будет самым оптимальным вариантом. Мы сейчас пробуем от самого дешевого и к дорогому. И вот, например, такой вот бутылочка Мальбека 22 года стоит всего 100 рублей за бутылку, прикиньте. Многие боятся пить колу без сахара из-за того, что в ней содержится аспартам, так как есть исследования, которые доказывают связь аспартама и рака, но если копнуть вглубь этих исследований, то на самом деле прямая связь аспартама и возникновение онкологии так и не доказано, в то время как сахар действительно намного вреднее аспартама, и есть множество исследований, которые это подтверждают.
Конечно, не стоит злоупотреблять этим напитком, но иногда можно себя побаловать. И лучше, конечно, выбирать продукты, которые содержат естественные сахарозаменители, такие как стевия и аспартам. В Аргентине также есть проблема с обычным молотым растворимым кофе, так как у всех практически кофемашина, как и в Америке, то здесь обычно молотый кофе практически не продается. Мы нашли только буквально 2 вида Нескафе растворимого молотого, и он стоит там каких-то космических денег, 300 рублей за 100 грамм, у нас так стоит там какой-нибудь Якобс, причем большая упаковка, а здесь это маленькая. А так очень много кофе либо зернового, либо капсульного, ну либо вот всякие дольче, растворимые, но они с сахаром, ну, в общем-то, вредные. Так, кофе забираем последний, и тут, в общем-то, нет кофе. Вот только такой более-менее похож на наш Якобс. В первом магазине затарились, вышло в итоге 1700 рублей, все вам показывал. Интересная система. Сейчас бабушки купили продукты, чтобы не тащить, заказали доставку. И вот так вот стоят продукты, и потом их развозят по домам. Второй магазин, здесь вышло 15 100 песо, то есть 1500 рублей. В итоге я закупился в 3 магазинах и отдал 35 тысяч песо. Или 3500 рублей. Ну или $38. Давай, пошли сели. Скиньте кто-нибудь доставку воды, пожалуйста, на дом, адекватную. Иначе вот это все таскать, я в итоге сдохну. Это покруче кроссфита. Кто там занимается кроссфитом и выполняет какие-то нормативы? Хрень все это. Возьмите 2 вот такие упаковки. Каждая бутылка по 2,25 литров. Попробуйте донести. Это неудобно, ты весь спотел, все падает, вырывается. Еще сзади рюкзачок килограммов на 15. Короче, хрень. Это ваш, а не кроссфит. Да. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. I don't wanna be alone. You know it hurts me too. You look so broken when you cry. One more and then I say goodbye. Пришел в местный ТЦ Кристине за подарком. Сегодня у нее день рождения. С Кристиной идем на праздничный ужин по случаю ее дня рождения в Альма Кето. Да-да, будем есть опять кето, даже в день рождения. Как и всегда. Пришли? Кстати, Альма Кето находится на той же улице, на которой мы жили, когда только приехали в Буэнос-Айрес. Сейчас идем, и прям такая ностальгия. Еще недавно мы здесь шли и не знали, где завтра будем жить. Было темно, страшно. Где рожать, да. Hemos una reservación para dos. Кето меню. Вообще есть все. Самое прикольное, что здесь даже десерты, естественно, тоже из кето. Много жиров, без углеводов и без сахара, то, что надо. Прикольное меню начинается с костного бульона. Это на закуску, который на костях варится, очень полезный, с коллагеном. Есть классные гарниры все, в принципе, из овощей. Есть пюре из цветной капусты, как мы обычно делаем дома, овощи на гриле, всякие салаты. Это как бы в секцию гарнира отнесено. Вот. Основные блюда у них есть и пицца, и есть лазанья, и даже есть макароны, но все на основе муки миндальной. Бургер, да, есть. С булочкой из миндальной муки. Вот, что еще есть, паста из цукини, ризотто есть даже. Но вместо риса, само собой, они используют цветную капусту с креветками и белым вином. Прикольно. А десерты какие? Есть флан,
с каким-то кремом брауни и еще что-то, самбайон. Как вы знаете, Кристина готовит кето, и помимо сладкой выпечки еще и обычные блюда. Это гамбургеры, пиццы, паста, например. Вот, и у нас давно была идея, сейчас немножко приоткрою тайну, но наш секрет. Мы планировали, да и в принципе, может быть, и планируем в будущем открыть кето-ресторан в России, да, в Санкт-Петербурге, скорее всего, для начала. Вообще такая задумка уникальная, такого ничего похожего нету сейчас в России. Да, есть ПП-продукция, но она, как правило, невкусная. Помимо сладкой выпечки мы умеем готовить много всего очень вкусного из обычной пищи. Вот. Сейчас здесь попробуем, посмотрим, как устроен такой бизнес в Буэнос-Айресе, и потом, может быть, привезем его в Россию, и вы сможете побывать у нас в гостях и попробовать нашу еду. Боже мой, ресторан, где есть лимонад без сахара, это же просто сказка. Нам в подарок принесут костный бульон и паштет. Почему? Просто как это называется? Комплимент или? Да. Это наливают костный бульон. Такой бульончик жировой, который варится на костном мозге. Ну и на всякой кето-хрени еще. Заведение держат довольно известные, видимо, в местных кругах нутрициологи, ну, как бы блогеры-нутрициологи. Вот, очень часто здесь всякие встречи организовываются. Я тебе скидывала недавно, здесь был мастер-класс по приготовлению продуктов кето. Вот, и здесь прям собирались на такие нутрихакеры, биохакеры. Да, доктора, там, со всякими образованием, в общем. Вот так вот выглядит костный бульон. С днем рождения! Это мой рай, это такая моя атмосфера. Как вы думаете, мы кето-блогеры празднуем день рождения? Костным бульоном. Кето день рождения. Итак, на закуску мы взяли 3 блюда. Костный мозг, булочки из кейла и шпината и грибы под сыром с голубой плесенью и сальсой. Ну как тебе булочки? Это мечта вегетарианцев. Шпинат и кейл. Ну, короче, не очень. Но соус вкусный, да? Соус с мятой. Вкусный. Йогурт и мята. А грибы? Грибы вкусные. Там сыр с плесенью не может быть невкусным. Ну да, тяжело было испортить такое блюдо. Вообще любое блюдо можно сделать вкуснее, если добавить туда перец и соль. Или хотя бы съедобным. Я костный мозг просто обожаю. Если никогда не пробовали, попробуйте. Во-первых, очень полезно, во-вторых, ну реально вкусно. Правда, нужно добавить обильное количество соли и перца. Ну просто так он довольно пресный. А если еще на булочку, вот это вот сделано из миндальной муки, без пшеничной, естественно. Бомба-пушка просто. Итак, следующие основные блюда, которые мы взяли на пробу, это каннелони. Каннелони это макароны, ну, естественно, это кето-вариант, без пшеничной муки. Здесь у нас ризотто, но вместо риса цветная капуста, сейчас будем пробовать с грибами. И здесь пицца, пицца с хамоном. Так, ну первый ревью по этим блюдам. Здесь макароны прям чувствуются, но все залито очень страшно в сыре, в сырном соусе, в сыре с голубой плесенью. И да, это очень вкусно, но, блин, они немножко играют на этой истории, что на кето можно сыр, и все зафигачивают сыром, чтобы сделать вкуснее. Ну, такая немножко обманка получается. У Кристины все-таки, я считаю, есть получше рецепты и без сыра, например. И это будет кето, и, в принципе, вкуснее. Вот, но в целом, да, имеет место быть, прикольно. А здесь, но это же ризотто. Цветная капуста заменяет рис. Рис, конечно, ничем не заменишь, но так, если под шофе сидеть, немножечко такой поддатый, да, как бы не придираясь и представить, что это какой-то рис там с полей Китая, Хуаньжинь деревни, то в целом можно представить, что это такой, ну, мелкое пшено, рис какой-то. Короче, пойдет, в целом прикольно. Вот это мой размерчик. С днем рождения. Вот пицца прям вещь. Тесто не сильно похоже на пиццевскую, то есть какое-то такое что-то в ней присутствует инородное.
Но давайте так, из всех пицц, которые делают в Аргентине, возможно, во всей, это будет самое вкусное. Почему? Потому что мы были во многих здесь пиццериях, мы даже заходили просто посмотреть меню, ну, окей, ладно, иногда ели. И пиццы здесь все одинаковые. У них 55 видов пицц и везде одинаковый состав. То есть там буквально хамон, моцарелла, прошутто, а в другом хамон, моцарелла и нет прошутты, а в третьем хамон, моцарелла и томатный соус. И все. И вот так 55 видов пицц. Это просто жесть. И то есть вот на фоне всего этого мы были во многих пиццериях, известных пиццериях здесь и очень популярных. И на фоне этого всего вот эта пицца как бы это просто какой-то уникум. Вяленые помидоры мы не видели ни в одной пицце. С этим хамоном и вот на такой основе теста, да, очень необычно, очень круто. И, возможно, это самая вкусная пицца в Аргентине. Не побоюсь этого слова. Ну, давай так, в Буэнос-Айресе наверняка точно. Я не могу ставить. Вот, и это все кето. Без муки, без сахара, все как мы любим. Пасочки. Вроде Пасха давно прошла. No podemos más. Взяли еще 5 десертов на пробу. Я просто Акзамов, король десертов. Я приветствую вас на моем новом шоу «Король десертов». Смотрите, жесть. Это настолько вкусно. Да, Кристина делает очень вкусные десерты. Не хуже, чем эти. Но, блин, просто можно идти на шоу кондитера и выигрывать. Или хотя бы теперь не боясь смотреть шоу кондитер, чтобы потом идти за этими тортиками, кушать их. А то обычно понасмотришься, хочется сразу же жрать тортов. Вот это прям вещь. Очень вкусно. Я не знаю. Ну, уместно здесь сказать вкуснее, чем настоящий. Это и так настоящий, просто без сахара. Вот это не такой сладкий. Но она сказала, что он максимально похож по составу на кето. Не знаю, что она имела в виду. Жирненький и не очень сладкий. Лимонное и песочное тесто. Один в один. Как обычно с сахаром. Такой чизкейк кофейный. Тирамису. Или тирамису, или чизкейк, я не сильно отличаю. В общем-то вкусно. Не супер сладкий. Вот этот, как обычно, лимонный, а этот очень сладкий, очень насыщенный, один в один, как настоящий. Сейчас попробуем конфетку. Сникерс. Скажи сахзам на испанском. Я не могу. Сахарозаменитель, давай быстро. Адуколорантес? Нет, это неправильно. Адулькорантес. Адульколорантес. 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 Нет, там не так. Короче, ты права. Адульколорантес. Стеви ксилитол. Дульче кон лечо. Синосукр. Ну, короче, это мой рекомендацион. Конечно, советую всем побывать в Аль-Макето в Буэнос-Айресе. Это что-то как минимум необычное. И самое главное, это полезно, но и вкусно. Началось? Пока только пинается. Фелис кумплянес? Еще один кето-десерт. О, нет! Я больше не могу. 68, что там с чаевыми? 10% это 7000. Ужин на день рождения. Как вам такая охапочка? Итак, вышло
68 400 песо, 68 тысяч, это 6800 рублей, условно говоря. Но мы заказали бутылку вина, 3 стартера, аппетайзера, как это на русском? Закуски. 3 закуски, сок, кофе, 3 основных блюда, 5 десертов. Нам еще дали 2 закуски в подарок и 1 десерт в подарок на день рождения Кристине. Ну и вышло 6800 рублей, все забрали с собой в таких вот красивых пакетах Аль-Макета Буэнос-Айрес. Интересно, что как и в магазинах, здесь идет скидка на оплату кэшем, то есть вообще чек составляет 76 тысяч песо, то есть 7600 рублей, но если вы платите кэшем, то скидка... Это никому не интересно. Это мои деньги. А вот это их. И вот что мне осталось. Пойду на заработки. Капец, несем просто 3 здоровенных пакета. Нам еще печенье дали. И нам еще на выходе дали печенье в подарок. То ли то, что мы блогеры, то ли то, что Кристина на день рождения, хрен его знает. Вот она, наша улица, на которой мы снимали первый ролик, и на которой провели первый день в Буэнос-Айресе.